Друзья, всем салют! Снова рад вас приветствовать в новом видео. Для тех, кто пропустил предыдущее видео, знакомьтесь, это Кирилл. Он сейчас в Германии, это мой земляк с Харькова. И он, видите, завел аквариум. Аквариум вы уже увидели, а сейчас мы узнаем у Кирилла, во сколько обходится содержание аквариума в Германии. Узнаем, что почем он покупал и сколько уходит в месяц на его содержание. Поэтому чай, печеньки, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Вот аквариум вы увидели, ребят. Ну а теперь напишите, как вы думаете, сколько стоит вот такой аквариум заиметь в Германии? Сколько стоит его обслуживание? В конце видео расскажем вам точную сумму, которую Кирилл потратил на приобретение этого аквариума и на его содержание. Начнем с самого простого, это тумба. Тумбу позаимствовал у соседей бесплатно. Она четко стала под эти размеры. Здесь скрываются все принадлежности. Аквариум обошелся этот на 110 литров. Бэушный на eBay брал. Какой его размер? 110 литров, а размер 80. По-моему, 35 и 40. Да, что-то такое. С крышкой. Все, да, с крышкой. Лампа была, отдавали фильтр, градусник, грунт отдавали тоже. И кораблик. Кораблик до сих пор здесь. Да. Он затонувший. Родное все? Все родное, все. Кроме ленты, которую я доклеивал. Доклеивал, потому что не хватало? Ну да, не хватает, и я добавил там синие, красные цвета. Вот он, фильтр родной, да. Все родное, да. Ювелевский аквариум. Растений не было, рыбок тоже не было. Единственное, что еще отдали, это кучу всяких примесей для воды, удобрения под растения. А, в бутылечках вот это, да? Да. Ну, можем потом показать. А, насос еще отдали, но он был грязный, мне пришлось его выкинуть. И нерестовичок отдали тоже в комплект. Нерестовичок прикольно, с креветкой. Делает свою функцию. Мне хотелось его быстренько засадить, поскольку у меня в моем родном городе Харькове был зеленый полностью весь. Я начал искать растения. Растения брал, как мы уже видели, ранее ездили в Бакнах, покупал там. На секундочку, ребят, за 45 километров мотаться за растениями. Это вам не на птичку по-местному, где у нас на каждом углу можно купить и растения, и так. А тут с этим проблематично. Ну да, и выбора как бы не так у нас. Да и цены разные. Все растения, которые брал, они прижились или нет? Нет, с этим возникли проблемы. Не знаю почему, но из 9 растений прижилось только 5. Самые стойкие не требуют. Стойкие, да, не требовательные. Проблема в том, что у меня дома тестов нету, поскольку они дорогие. Приходится ездить в магазин. Но в магазине опять тесты какие бесплатные. Полосочные. Да. Поносочные. Да. Поэтому все у них показывало четко. Я не мог добиться, я говорю, ну вот растения пропадают, объясните, ну как, что можно. Нет, у вас все с водой прекрасно. Приходилось методом тыка пробовать, и которые вот остались, поприживаются. Сугубо мое мнение, нехватка освещения и нехватка СО2 по некоторым растениям, которые мы уже видели. Ну, уже Кирилл это знает, поэтому уже... Пытаюсь это все исправить. Да, уже будет более вдумчиво подходить к этому, так как уже опыт получил свой. Опыт и сбил вот эту нотку, которая, надо... Поторопиться, да? Поторопиться, да. Аквариумистика не любит спешки, это точно. Рыбки тоже брались половина в Штутгарте, половина в Бассамге, в тех магазинах, которых мы сегодня посетили. Это гуппи мы покупали, я купил 10 штук, это на 25 евро вышло. Но опять из них до сегодняшнего дня осталось 3 штуки. 2 самки родили и на следующий день почему-то ушли в иной мир. Потом сомики покупал, они вышли на 17 евро, это коридориусы, которые. 4 креветки покупал, синие, но из них одна выжила. Потом пришлось докупить еще, но уже докупал разноцвет, хотел сделать микс. Неонов 10 штук взял, по евро тогда были, это очень дешево по немецким. Ну, неоны все остались, все чёрненько, они вообще неприветливые. Водопровод, да? Обычный водопровод, когда подмену делаю воды, ничего не заморачиваюсь, не добавляю. Убрал и сколько? Добавил. Ну, примерно я убираю из 110 литров, я убираю, ну, литров 15-20, не больше.
я много не убираю, я не убираю ни половину, ни 50%. Сколько раз в неделю ты это делаешь? Поначалу я делал каждую неделю, как надо, там, каждую неделю, а потом полторы недели, то есть не часто. Забыли еще... Про анциков, да? Да, анциков, да. 2 штуки брал по 5 евро, это девочки были. И искал самца, искал, на eBay не было по дешевке. И пришлось взять за 12 евро, было самца большого уже, взросленького. Дешевле не было. Как вам цены, ребят? Да. Немножко, я думаю, у вас волосы дыбом становятся от таких цен. Привыкаем потихоньку. Главное не переводить денежку. В основном все растения были от 2 до 4 евро. Одно я купил за 5, это вот этот вот на нашем типа красный тигровый. Нимфея. Но мне его очень хотелось для разнообразия. И это я брал на сайте garnella.d. Ну, в принципе, мне этот сайт нравится. Очень хорошая и упаковка, и все присылают быстро, качественно. И самое последнее, что я сюда докупил, это улитки. Неретины? Да, неретины. Разных цветов, размеров. Одна из них вот. А остальные где-то сзади попрятались. И почем такое удовольствие? Тоже от 3 до 4 евро. Мы просто громко не говорим о ценах. Просто в соседней комнате жена сидит, сами понимаете, самим себя компрометировать, ну зачем? Поэтому тихо о ценах, и вы ж никому. А еще, пользуясь моментом, Кирилл хотел передать привет. Да, спасибо, кстати, Василию, что приехал и дал такую возможность это сделать. Сюда, пожалуйста. В общем, первый привет это отцу. Мы тебя помним, любим и держимся все вместе. Спасибо, что перенял мое дело, которое осталось в Харькове, и теперь за ним ухаживаешь. А второй привет я хочу передать это своему лучшему другу Игорю. Мы с ним вместе начинали и в Харькове строили сами себе аквариумы и хотели сделать разводню, но планы поменялись из-за... Что-то пошло не так. Да. В общем, спасибо вам большое, что вы со мной вместе и разделяете это хобби. Леха тоже передает. Я увлек своего брата в это. Да. Ему сначала было это безразлично, как сказать. Потом понемножку, и теперь он начинает меня подбивать, давай возьмем это, давай возьмем то. Да. Сидит и по вечерам как подъедет вот так вот и сидит часами, высматривает всех креветок, которые родились маленьких, гупешечек. В общем... Да, ребят, я был свидетелем сегодня всех этих ситуаций. Вот, видите, рассказывает, везде все выяснял, все проверял по магазинам и много что там советовал, подшучивал над нами. Здесь тоже креветочки маленькие есть, но их не видно за счет такого грунта красного. Вот тут где-то я видел. Вот мамочка их. Вот это креветка красная рилли. Вот у меня такие были. Вот и тоже здесь. Ну, а вот есть карапузы. Но они, видите, тут какая-то помесь. Походу, или папа, или мама был не чистокровный. Без паспорта там какой-то. И вот такое. Ну, вот сюда их переместили. Алексей всех пересчитал. 10 штук. Месте, но мы их не видим на красном фоне. Да. А вот гупики, которых купили. Вообще, посмотрите. Красота какая. Я уже вот Кириллу в очередь записался на малька. Жил. Будем ждать. Да, будет разводить, не растить. И будем... Да, скоро ждем тоже потомство. От креветки? Да. Ну да, вот смотрю. Да, вот все. Им бы отдельное жилище. Но Кирилл не останавливается. Нет. Вот смотрите, вон еще все дома рады, что он обзаводится. Аквариум стоит. Вот видите, все рады, счастливы. Говорят. Мой какой молодец, хорошо, что не один аквариум. Спрашивают, что купить, каких рыбок, какое оборудование. Все, говорят, ты только скажи, что мы тебе обязательно купим. Видите, даже внизу уже круглый аквариум подготовил. Все. Говорит, еще и круглый хочу. Ну, в общем, всего-всего много. Ребят, также для тех, кто приезжает в Германию, но не может сразу начать с чего-то, нету аквариумов, нет оборудования, кормов и тому подобное, то мы вот так вот совместными усилиями хотим, да, кооперируемся и хотим помочь для тех, кто приезжает. Вот, например, у Кирилла есть аквариум, который он готов отдать человеку, который, ну, не имеет. Причем два одинаковых.
Два одинаковых, видите. Есть еще немного кормов, оборудования. То есть понемногу, знаете, с миру по нитке, и у вас точно будет аквариум, и точно обойдется, да, обойдется это вот, только вот проезд вы потратите, как бы, и ваша физическая сила, чтобы это притянуть. Поэтому не бойтесь, если есть желание, заходите в группу, есть группа у нас в Телеграме по аквариумистике, ссылочка в описании. Заходите, присоединяйтесь, пишите, задавайте, там много общаемся. И надо, обращайтесь, не стесняйтесь. Поделимся, также будете продолжать заниматься аквариумистикой уже в Германии. Вот, ребят, смотрите, сколько всего было куплено, потрачено. Но, увы, не все приживается. Вот, видите, там еще на кресле. Это Кирилл не собирал где-то, это он в магазине приобретал, Пробовал. экспериментировал. Да, ну вот это все, что не прижилось, там все, что есть сейчас на данный момент. В нашем хобби Да. по-другому не бывает. Что касается химии, что ты используешь, что использовал и что не будешь использовать? При самом первом запуске аквариума я поехал сразу в магазин купить рыбок. Здесь продавцы очень щепетильно к этому относятся вопросу. Сразу 1000 вопросов. Какой аквариум, сколько литров, сколько рыбок, каких рыбок вы хотите. Не дай бог перенаселение. Нельзя по одной рыбке, пара хотя бы, или минимум 3 там рыбки. Какие химии, я им сказал, никаких, только запускаю. Изначально они не продали ничего, дали вот такой флакончик. Бесплатно, да? Бесплатно, да. Я удивился. Бактерии. Бактерия, да. Запустите и через неделю приезжайте, все продадим, все, что хотите. Я так и сделал. Неделю потерпел, хотя сложно было. Очень потерпел. Потом приехал, все купил. Гупешек у них купил, так как они сказали, там не меньше 5 гупешек. Ну и постепенно докуплял. По химии я ничего не использую. Какой-то там даже преобразователь воды никакой. Просто Аквасейф, вот это, да, такое. ничего, абсолютно ничего. Хотя в химии вагонная маленькая тележка там стоит. Единственное, что я раз пробовал лить, экспериментировать, вот такое. Но после него начались проблемы с растением, сильно желтеть. Я убрал это. Ребят, ну мы понюхали, но тут Да. реально с сайдексом воняет. Я не знаю, то ли это действительно так должно быть, кто в курсе, кто использовал. Ну тут прям реально. Обычно удобрения они не воняют сайдексом, а тут то ли смешали, то ли непонятно. Что да как. Да, ну и я перестал, ну и все, более-менее начало возрождаться, как и было до этого. Самое сильное растение это вот разрастается, это и вот это. Это, ну или другие. СО2 ты пока еще Нет, СО2 нету еще. не освоил. В И планах есть, но опять есть варианты, как это не смешно, но бесплатно заиметь это все. Как вот, например, такой баллон вот мне получился в подарок. Но еще его не освоил, еще не подключал. Надо это все почитать, чтобы правильно было и как бы не напортить аквариум. В планах в есть. чате я уже видел, там советовали, да? Да, очень много советов было на слой, но надо все это обдумать и попробовать на вот этом вот маленьком аквариуме. Будет, Полочек если много. что- Да, еще есть в мыслях, но только надо потише говорить. Да. Чтоб Вот. об этом никто не услышал. Ага. Это будут очень-очень рады. Когда купил рыбок первых, посоветовали вот такой корм в магазине. Биоактив, тетра. Я в Украине, в Харькове, в родном городе, всегда брал тетру, очень классная была. А здесь я начал кормить, что-то смотрю, рыбки приуныли как-то. Ну вот я немного потратил, да? Хлопья, как обычные, Да. внешне. И на запах вроде тоже. Но рыбки начали то хвост загинать, то еще что-то. И самое, что меня смущало, это на поверхности воды было такое, как масло. Ну, как после дождь пойдет, знаешь, Да, на да, асфальте такие пятна. Да. Я сначала не понял, что, почему. Потом мне посоветовали, попробуй корм поменять. Ну, думаю, это самое минимальное, что можно сделать. Думаю, перейду на вот такие корма. Тоже тетра, да? Тетра, да, но это юниор, да, а это флекс. Здесь мелкая фракция. И да, результат не заставил себя долго ждать, буквально неделя. И вода убралась, не мутная, не жирная. И рыбки окрас сразу начали появлять мальки.
мое мнение, моя заметка, может у кого-то будет, ну, по-другому. Это с тем, что я столкнулся, то я и рассказываю. Что касается вот этого аквариума, откуда он? Этот аквариум изначально предназначался у меня другой аквариум, то только что мы показывали, я его взял бесплатно, я его хотел разобрать и сделать вот такие вот себе нерестечки. Но потом, прямо перед встречей нашей, мне подвернулся вариант с тетровским аквариумом за 10 евро. Думаю, ну грех не ехать, не брать с грунтом совсем, с насосом. Но насос надо помыть еще, не успел это сделать. Фильтр, да? Да, фильтр, в смысле. А что касается аквариумного оборудования, которое выставляют люди на улицу, что-нибудь такое находил? В нашем городке это мало такое насчет аквариумов. Здесь, может, не любители, не знаю, в этом округе. У меня знакомый находил, вот так вот ходил мимо улицы, и они стояли. Но у нас есть благо eBay, можно зайти, там добрые люди отдают в пользование аквариумы. Находил вот как этот, или то, что там у меня в подвале. Также насосы разного происхождения, кормушки бесплатно отдавали, вплоть до кормов. У меня еще такую банку мне отдали тоже, инвадин. Но я не знаю, кормить мне, не кормить. Всякие добавки в воду, удобрения для аквариумных растений тоже бесплатно это все. Вот подвернулся мне возможность, в пятницу я заказал тесты воды. JBL-овский чемоданчик, да? Не JBL, а сера. Сера. Да. JBL-овский смотрел, но JBL-овский стоил 20 евро, а сера 3. То есть выбор сам ну да, очевидно. Да. И они должны были прийти вот с дня на день, но еще нету. Как бы... Поэкспериментировали, да? Да, сразу. Посмотрели. Вот, и много чего дают, просто что радиус большой, ездить не всегда удобно. И многие аквариумы, если любители, отдают на тонну. Но некуда. И так тут за 60 литров. А то тонну. Да. Плюс соседи. Да. Плюс как бы габаритная все-таки тонна. Занести. Перевести, занести. Тут уже в общем 150 литров. Это... это же еще вот это не. Это по-любому. Это только начало. Можно все найти. Есть кто-то, кто ищет, найдет. И даже можно не то, что бесплатно, а вот как этот вариант 10 евро, я думаю, можно отдать. Где бы ты посоветовал тем, кто приедет, искать, покупать рыбку, растения? Или, можешь сказать, где бы ты не посоветовал? То есть и тот, например, вариант. Так как я вот приехал, сталкивался, да, я не знал никого здесь, только группа вот усилия, но опять я не знал, что многие тут, а еще мы как-то только начали общаться буквально в последнее время так сильно на эту тему, то я сталкивался с магазинами, только магазины, а потом там, соседи говорят, такие сайты, хорошие сайты, зачем магазины? И да, действительно, в сайтах, да, чуть-чуть дороже, доставка, но выбора много растений всяких, и не только растений, живности. И они в хорошем состоянии, потому что это их как бы лицо. В магазине чуть-чуть хуже, так как вы могли видеть на видео. Ну да, водоросли присутствуют. И рыбок тоже, в принципе, если чуть-чуть потерпеть, можно на eBay найти, выловить по 2 евро, по еврику. Если тоже потерпеть, не так как я, мне очень хотелось, а после, потому что обидно стало, что остался аквариум там, можно тоже бесплатно поискать, потерпеть аквариум, найти на eBay аж бегом. А тем более у нас есть группа сейчас, можно общаться. Ну да, подскажут, куда что. Даже вот мы между собой, кому что надо, не стесняйтесь, обращайте, подкинем, что есть в излишке. Пожалуйста, поделимся. Лишь бы желание было, да, как говорится. Ничего нету, даже можно иногда, казалось бы, глупые вопросы, но все найдется человек, который ответит правильно и даст совет. Да, и тем более у нас группа мирная. Да, никто не затрагивает, ничего там. И у нас стараются друг другу помочь, а не поддеть как-то там, подковырнуть. Да, у тебя там не получается, нет, такого нету. Наоборот, расскажут, разжуют, попробуй это, то. Да. Поэтому, что касается, кстати, коряв. О, да. Откуда дровишки? Как вы могли заметить, в магазине эти дровишки стоят как золото. Остатки буратино. Да, хорошее выражение. Остатки буратино. То мы позаимствовали это остатки буратино в местном
так сказать. Немецкий лес переместился в аквариум. Аквариум. Я сначала походил по магазинам. Думаю, блин, ну как-то... Дороговато. Да, почесал, думаю, я быстро... Я и сам могу. Немецкое выражение. Да, немецкое. Вливаемся чуть-чуть потихоньку. Вот. Что касается ее, я тоже не сильно заморачивался. Принес ее домой быстренько, чтобы никто не видел. Обдер кору. Я сначала думал с корой, а потом как-то, не то. Обдер ее, кинул в кастрюлю, 10 литров, по-моему. Но что она туда не поместилась вся. Я ее проварил буквально сколько там, 2 часа, что-то такое. Слил воду, залил ее в кипяток, она у меня постояла 3 суток. Я сливал периодически воду, и все, мне надоело ждать. И она оказалась там. В аквариуме. Да. То есть не было там, я много читал про это, как, что, может быть вспышка какая-то. Думаю, будет, ну. То есть, ну и все четненько, не было ни белого, ни паутины белой. Слизи, ничего не... Вообще абсолютно ничего, даже вода не порыжела, не побелела. Ну и сразу туда налетели сомики. Ну они, да, любят коряшки. Тоже сейчас по-любому начнут подписчики спрашивать, зрители, что ты будешь с рыбками делать, которые у тебя в излишке. Пробовал ли ты их продавать, были ли такие мысли, выставлял ли ты их, может продал уже что-то. Самое, да, интересное к чему, у меня здесь уже родилось 3 потомства, так сказать, 3 раза. Первый раз был еще, как я только купил, я привез рыбку с магазина, но видно, она там уже была беременна. Но почему-то они у меня застыли на маленьком уровне, то есть не росли. Я не знаю, на мальковом уровне застыли. Я не знаю, в чем была ошибка, может кто-то подскажет. Потом все лучше и лучше. Полину я тут отдал, познакомился с друзьями, соседями. У них тоже маленький аквариум. Я им половину выпешек дал. И вот сейчас 3-е потомство жду. И сегодня, кстати, приобрели еще рыбок. Да, красивые губки, мне очень нравятся. Да. Их, конечно, кто тяжело. называет, я слышал про них, что как Санта-Клаус их называют. Ну да. Кому как нравится, то так и называют. Вот. Очень и красиво. Мысли, правильно подметил, есть очень большие. И на eBay, в принципе, как бы выставлять, очень многие выставляют, этим и пользуются, почему бы и нет. Тем более, как ты сказал, у вас тут в регионе мало Вот, конкурентов. Да, у меня сразу доллары. Евро. Ойро. Бизнес-план. А почему бы нет? Подвал есть. А я сейчас, как в Харькове, мы с другом хотели, но у нас и до сих пор мысли остались, дай бог, воплотим. Сейчас я полочки, сейчас бесплатно натягаю. Да, вот здесь мебели полным-полно. Да, вот этих полочек. Да. Под аквариум и аквариум все можно найти. Можно вообще не переживать, кто только приезжает, там как, что. Очень много, очень разного. За это не Да. беспокойтесь. В принципе, можно легко продать, это тоже нету проблем. В Германии с мебелью, знаете, ее легко заиметь, но трудно от нее избавиться. Да. Потому что просто так на мусорку вынести нельзя. Нельзя, надо за все платить. Да. Поэтому люди проще отдать, чем продать. Еще мысли у Кирилла были по поводу морского аквариума, тоже как и меня. Они посещали, оно все красиво, так Да, просто хочется. как-то в Украине еще об этом не сильно думал. А вот когда сюда уже много просто это в глаза бросается, и ты смотришь на эти кораллы в магазинах. Интересно, они хочется, очень да? Просто рыбки всякие. Сразу такая мысль. Может какой-то маленький завести морской, да? Да, я завелась остановить. Но останавливает, конечно, много. Особенно цена. Особенно цена. Это, наверное, первое. Второе, это еще не знание этого всего. Надо проштудировать или пообщаться с человеком, который разбирается в этом. Или держит. Но здесь многие держат, в принципе. Да, но у нас есть дядя Жора, он Да. может проконсультировать. Ну а так, чтобы, ребят, вы поняли, вот даже взять вот такой аквариум. Вот просто вот мы сегодня проехали, посмотрели по ценам, вот просто вот такая там плошечка с кораллом, 25 евро, 25 да, евро. это самое-самое дешевое. И сюда рыбку, самую-самую дешевую запустить, это будет 15 евро. Плюс купить еще соли,
Ну, в итоге это выйдет там 40-50 евро. Просто вот такой маленький аквариум при условии того, что у вас уже есть аквариум, что у вас есть оборудование к нему. Вот как бы вы понимаете, да, будет одна плошечка стоять и одна рыбка. И это все удовольствие 50 евро. Ну, сами понимаете, что как бы это уже... А более-менее рыбки, ну, накладывать. Посмотреть сегодня. Видео, там ценники, конечно, ребят. Да, классно, все, морская аквариумистика, мне тоже нравится, но ценник. Ценник, вы представьте, вот, ну, не без того, да, рыбки умирают, там, неизвестно. Вы представьте, купите рыбку там за 200 евриков, и она на следующий день аллилуйя. Да, или коральчик загнется, такой тоже дорогой, да. И ты, ну, для меня это я просто переношу все это. Близко принимаешь к сердцу, да? Даже те гупешки мне жалко. Вот у меня тут потом создали некоторые гупешки там, с горбиком. Я уже в группе нашей писал, что может кто-то возьмет. Или это жалко выкидывать. Ну блин, я знаю, люди выбрасывают как бы. Ну, мне очень жалко. Это все-таки. Хотя мы сегодня пересмотрели один аквариум в магазине. Там где есть такой сегмент общение их, не может туда отвезу, спрашиваю. Сейчас немножко вернемся назад. Продажи рыбок, если ты разведешь и будешь предлагать магазины, я уже пробовал, так сказать. Наперед, чтобы... Наперед, да, чтобы никто не хочет. У них есть свои поставщики, тебе нужно сделать, как типа у нас ФОП, тогда проверить рыбку, анализы, все это очень... И никто не будет этим заниматься. Это хотя бы, чтобы у тебя была большая разводня. А вот так вот, как ты, там, да, ну 100 гупешек. Оно им... Это Германия. Да, это не Украина, поехал на птичку, там сказать, на, давай. Да, еще вот, в принципе, есть биржи. Не знаю, получится у Кирилла приехать или нет. Я постараюсь. Возможно, вы еще там его увидите в ролике. И хочу посмотреть, вот как это все у них происходит. Потому что ни разу не видел, как в Германии это... Ну, как по правиле сказали, это не выставка, а биржа. Ну, типа собираются 4 раза в год там аквариумисты и друг другу там продают, или я не знаю как. Но я не видел, поэтому не могу вам сказать. А то, что мне с немецкого объяснили, ну, как бы, сами понимаете, что это такое. Как бы. Кирилл загорелся желанием поехать в Гуппи парк этот. О, да. Но, не знаю, у него планы пока не совпадают поехать. Я про себя пока молчу. Не знаю, очень хочется, конечно, понырять в воде, в ручейке, где гупики, поснимать это все. Ну, я думаю, классно. Ну, по-любому. Возможно, и твоих это выпустили. Да. Да. Может, там что-то интересно. Стараться и туда попасть. Если кто-то еще хочет, присоединяйтесь, спишемся, пообщаемся, возможно, как-то скооперируемся совместно. И рванем. Со мной или с Василием, как бы, всегда рады общению и знакомству. Да, через группу вы нас всегда найдете. Та-да-да-дон, дон-дон, пришло время подвести итоги и рассказать зрителям, которые уже допили чай, докушали печеньки. Мы, кстати, тоже тут плюшками баловались, да. Поэтому... Уже сидят, ну давайте же, сколько? Да, сколько можно оттянуть резину. Назовите эту сумму. Я не знаю, что вы написали там, какие у вас цифры. Мы сейчас озвучим. Если угадаете, можем что-то разыграть, в принципе, в той Германии. Это не проблема, отправлю. Только по-честному, не надо дурить, а то посмотрите ролик, потом напишите эти я там все. Надо как-то по-честному придумать. Есть у меня плаг удобрения. Вот удобрение. JBL-евского. Биотопол. Да, это Wasserpol. И такое же самое есть JBL-евские удобрения для растений. Так что... Дерзайте. Да, только, ребят, давайте по-честному. Не будем... Ну сразу будет понятно. Давайте так, кто ближе к этой... цифре? Да, давай так. В общем, аквариум 60. Да. Вы вышли, но как новый. Гупешки у меня были изначально 10 штук, это 25 евро. По 2,50 примерно в среднем взять. Так, 2,53 не стоит. 5 сомиков коридориуса у меня обошлось в 17 евро. Другие сомики цитруса обошлись 2 самки в 10 евро. И самец, так как надо было брать большой, бо не видно было, мальчик он или это, не могли найти. За 12 евро пришлось взять одного сома. Потом я купил 4 креветки маленьких, синие. Одна креветка стоила 4 еврика.
выходит 16. Неоны по 1 евро 10 штук было, это 10 евро. Так, растения примерно мне обошлись все вместе в районе 30-35 евро, но самая беда, что половина только выжила. Вот в этом проблема. Ну ничего, это опыт. Улитки мне обошлись 3 штуки, средняя от 3 до 4 евро они стоят. Одна, ну, грубо говоря, возьмем... Не ретинки. Да, не ретинки, я не сказал. 10 евро, грубо говоря. Из удобрений я ничего не покупал, удобрения мне бесплатно достались. Комплектующие аквариума, кроме растений, я тоже не покупал, все шло в аквариуме, как вы слышали. В наборе. Да, в наборе. Как-то так, вроде я ничего не упустил. Камень, да, вот этот я покупал, был в акции 7,50. Итого. И, кстати, компрессор да. вот такой. Тетровский, да? Да, тоже достался мне бесплатно. Надеюсь, в скором времени у нас будет все there good, и мы сможем тоже хорошо радовать других аквариумистов. Да. И что у нас вышло в общем, какая сумма? Содержание, кстати, в месяц, в принципе, небольшое, так, мое содержание. У каждого по-разному может быть. Конечно. Я содержу, вот купил корм вот этот, это уже ему 2 месяца. Корм 6 евро стоил, то есть посчитать... Для креветочек. Да, для креветочек. 6 евро на 2 месяца, я считаю, это недорого. И также самое я поменял этот для гупешек, для рыбок тоже. Это Тетровский, да? Да, тетровская все. Очень хорошая, рекомендую. Тоже где-то в районе 7 евро. Это все, вот этому всему 2 месяца. То есть, если так разделить по месяцу, то это 7 евро, да, в месяц. Это на кормление? Это на кормление, да. Удобрений нет, я же говорю, на удобрения не трачу. Тем более, даже если была нужда в удобрениях, то все бесплатно. Что касается воды и электричества, ты не можешь отдельно промерить, да? Высчитать это все неизвестность. Да, а в общем, сколько финансово получилось? В итог, давайте так, точно это не скажу. Приблизительно. Приблизительно это 215 евро. 215 евро это при том, что многое бесплатно мне досталось. И многое пропало. Многое пропало, и считайте, что такой аквариум в магазине стоит, мы сегодня наблюдали, 150 евро. Я думаю, не стоит покупать новый аквариум. Да, нет смысла в этом. Лучше найти их полно, бэушных. Эти деньги потратить уже на украшение. Да, я полностью согласен. Ничего вы не потеряете. Ну что, кто там написал, кто был ближе всего? Интересно узнать. Обязательно почитаем, проверим, выберем победителя, если такой будет. Я думаю, будет. Надеюсь. Если из Германии, то Кирилл готов отправить. Напишите адрес, либо может встретимся где-то. Да, встретимся на выставке или же кто-то рядом с нами. Ну вот, ребят, все мы показали, рассказали. Если что-то упустили, пишите об этом в комментариях, залетайте в группу. Напишите, если что-то забыли, реально, мы постараемся ответить на эти вопросы в следующем видео, либо в комментариях, либо при встрече. Я думаю, что мы не последний раз видимся. Так что будем рады новым знакомствам и новым аквариумистам. Хотел рассказать все по максимуму, все, что помнил, потому что многие могут упустить моменты.